Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 5. Почему единой Российской империи нет в британской энциклопедии 1771 года? Раздел «География» заканчивается таблицей, где перечислены известные страны с перечислением площади, столиц, расстояний и другие. Авторами британской энциклопедии показаны несколько раздробленных русских стран. Во-первых, Россия со столицей в Петербурге и площадью в 1 103 485 квадратных миль. Во-вторых, Московская Тартария со столицей в Тобольске и в 3 раза большей площадью – 3 050 000 квадратных миль. Вторая часть «Приключений Робинзона Крузо» поведала читателям об исторической географии. Книга написана Даниэлем Дефо в 1719 году, но на русский язык вторую часть не переводили до 1992 года. Что такого было в продолжении приключений Крузо и Пятницы? Героев занесло в Россию, точнее в Тартарию, Сибирь и Московию. Упоминаются такие города, как Тюмень, Соликамск, Енисейск, Нерчинск, а также ряд несуществующих поселений, города, которых нет в истории, но они легко находятся на старых картах. Пирамида Сент-Андре являлась историческим свидетельством европейской цивилизации на континенте до создания Римской империи. Находилась на северо-востоке от Ниццы, высота более 50 метров и с основанием 200 метров. Постройка датировалась 4000 годом до нашей эры. В 70-е годы пирамиду полностью разрушили ради постройки магистрали. Нет теперь постройки, которая напоминала, что и до Рима здесь была государственность сильнее египетской власти. Металлическая библиотека атлантов. В 1965 году Януш Хуан Мориц в безлюдной местности за океаном открыл разветвленную систему подземных коммуникаций немыслимой древности. Гигантское разветвление подземных дорог и туннелей протянулось на тысячи километров, проходя помимо Аргентины также под территорией Перу и Эквадора. Стены у туннелей были гладкими и отполированными, а потолки плоскими и ровными, словно покрытыми глазурью. Дороги-проходы вели к обширным подземным залам. В одной из галерей Мориц обнаружил 20-килограммовые книги из тонких металлических листов размером 96 на 48 сантиметров. Самое удивительное, что на каждой такой странице были отштампованы либо выгравированы загадочные знаки. По предположениям, это библиотека исчезнувшей древней цивилизации. Шестокрыл – одна из самых загадочных средневековых книг на Руси. Церковь даже называла ее отреченной, о ней ходило очень много слухов, например, что она отрицает Троицу, не признает Иисуса Христа Богом и является колдовской дьявольской книгой. На Русь эта книга попала из Италии в 15 веке через Крым, потом попала в Киев и дошла до Новгорода. Здесь она была переведена на русский и из-за непонимания подверглась гонениям. Загадочные таблицы, цифры, символы – все это было чуждо славянскому глазу, но мы-то знаем, что люди были образованы, этим и объясняется подпольная популярность книги. Шестокрыл – это астрономический атлас, основу которого составляют 6 таблиц, 6 крыльев, позволяющие высчитывать лунные и солнечные затмения. Из-за книги в 15 веке были сожжены много людей, которых обвиняли в ереси. Людей того времени сжигали в клетях, гноили в темницах, вырезали языки за увлечение астрономией и астрологией. А тогда эти две науки не были еще отделены друг от друга. Монголо-татарская ига. Ужасная и могучая монголо-татарская ига не оставила никакого монголоидного следа ни в генетике, ни в культуре, ни в языке и письменности славян. Забавно, что те, кто писал историю о татаро-монгольском нашествии, не знали, что еще во времена чингизидов сами монголы еще жили в Тибете и до 20 века назывались айратами, а не монголами. Еще более несуразным выглядит то, что к этим татарам, которые татаро-монголы, притягивают казанских татар, которые до того же 20 века носили название булгары и сами были под ударом войска Батыя. Храм Абу-Симбел. Из-за постройки плотины в 1960-х годах храм Абу-Симбел было решено разобрать на части и перенести в безопасное место. Передовые технологии 14 стран, самые современные грузоподъемники и механизмы потребовались для того, чтобы перенести 1036 каменных блоков весом в 5-20 тонн на расстояние всего в 200 метров.
И заняло это 5 лет. Историки же нам говорят, что какие-то крестьяне за те же 5 лет должны были выпилить 400 тысяч каменных блоков весом около 2,5 тонн и перевести на десятки километров, чтобы собрать в пирамиду. И никаких грузоподъемников, все ручками и медными инструментами. Империя Рамы. Ученые доказали то, что в Индии существовали развитые цивилизации. Археологи находят предметы, как доказательство существования величественных империй. В Индии сохранились остатки древних городов, а также письмена и другие артефакты, которые содержат в себе загадки. Ученые продолжают узнавать все больше нового о древних народах. Прошло 15 тысяч лет, как не существует древних цивилизаций, они были продвинуты во всех сферах деятельности. Известно, что империи существовали во времена существования Атлантиды. Интересно, но жрецы соревновались с правителями затонувшей империи в управлении целого мира. В индийских эпосах описано, что древние люди пользовались воздушным транспортом, их аппараты могли перемещаться как в воздухе, так и под водой. Города исчезли, а также точные доказательства их научных открытий. Существует теория, что империи были разрушены с помощью ядерного оружия, потому как на найденных артефактах обнаруживают высокий уровень остаточной радиации. Титаник. Через 3 дня после громкой катастрофы 15 апреля 1912 года ежедневный выпуск World напишет: «Титаник затонул, никто не погиб, все в безопасности. Ошибка журналиста, неверные данные или эффект Манделы». Новый World был не одинок, еще несколько газет уверенно сообщали миру о том, что Титаник затонул без жертв. Сахара начала превращаться в пустыню примерно 5000 лет назад. И вот чудо, за все века никто не заметил геоглифы размером до нескольких сотен метров и следы звездных фортов, разбросанные по Сахаре. Всего год назад появилась информация о 21 тысяче геоглифах, разбросанных по всей Сахаре. Некоторые исследователи уже заявили о невозможности их творения человеком, просто потому, что некому создавать их в таком количестве в этой безжизненной местности. Даже сейчас эта задача практически невыполнима. Но стоит посмотреть на карты до 17 века, где зеленеют леса и текут реки, как идея о безжизненности региона станет под сомнением. А раз есть города, значит была и цивилизация, которая могла создать эти объекты. Все просто, только стоит немного подвинуть официальные датировки. А был ли Гагарин первым? Конспирологи утверждают, что с 1957 по 1961 годы в космос были отправлены как минимум 12 человек, и все они не вернулись. По словам братьев Кардилья, радиолюбителей из Италии, 4 февраля 1961 года они уловили сигнал из космоса. Якобы на аудиозаписи было слышно тяжелое дыхание человека. Братья Кардилья уверены, что это был советский космонавт. По их словам, запись сделана за 2 месяца до полета Юрия Гагарина. Один из братьев, Ахилле Кардилья, утверждает, что их аппаратура позволяла перехватывать сигналы космических аппаратов Советского Союза и США. Удивительно, но согласно архивам, именно 4 февраля 1961 года Советский Союз пытался отправить космический аппарат к Венере. Запуск прошел неудачно, и из-за отказа разгонного блока ракету удалось вывести только на околоземную орбиту. Она сделала несколько витков вокруг Земли и сгорела в атмосфере. Об этой аварии нигде не сообщалось. Греция – яркий пример исторической подделки. На самом деле Афины не древнее Петербурга и строились точно так же на более древних руинах и в то же самое время в 19 веке. Французский географ и историк, член Парижского географического общества Яков Елисеевич Реклин в одном из своих трудов черным по белому писал, что король Боруссии Людвиг, внимание, самолично выбрал место для столицы эллинского государства у подножия Некрополя на месте турецкой деревушки Сетиния. Для тех, кто не знал, Греция как государство появилась на свет 25 марта 1821 года, а предшествовало появлению Греции создание ее древней истории, которую писали заранее, начиная со второй половины 18 века. И продвигали эту масштабную аферу именно баварские короли. Собственно, первый король Греции Оттон являлся родным сыном Людвига I. Какое совпадение, как удобно! Как происходила транспортировка Александрийской колонны? Карты 18-19 веков
Современные карты глубин подтверждают факт, что каменоломня Петтерлахти не позволяет проплыть ничему, что тяжелее лодочки. Невозможно транспортировать Александрийскую колонну. Глубина у берега едва достигала 1,3 метра, а на картах самая глубокая часть в проливе обозначена как 7 футов. Погрузить с берега на баржу колонну просто нереально, как это изобразил Монферран. Действительно ли люди когда-то жили по 300 лет? Диодор Сицилийский в своей исторической библиотеке писал о древних временах. В те времена течение Солнца было неизвестно, лета по обращению Луны считались, а потому было возможно, чтобы некоторые по 1000 лет жили, особливо ежели и ныне, когда год состоит из 12 месяцев. Немало живут за 100 лет. Диодор жил в 1 веке нашей эры и понимал, что по 300, 1000 лет люди не живут, просто летоисчисление было другое. Наши современники, исследователи, альтернативщики и богословы зачастую не знают об этом, поэтому воспринимают всерьез письменные свидетельства о многовековой продолжительности жизни человеческой. Поразительное сходство золотого всадника Дрездена и медного всадника Петербурга. На изображении курфюрст Саксонии и Польши Август Сильный и император России Петр Великий. Это 18 век. Одежда декоративная, которую ни один из правителей ни разу в жизни не надел. Сидят без седла, что, конечно, очень современно и удобно. Реставрации и переделок статуи пережили достаточно, а внешний вид все так же напоминает копии с античных памятников. Или это и есть подредактированные памятники? А что, всего-то дело заменить голову. Наивные доводы НАСА, почему невозможно воссоздать Сатурн-5 и чудо-скафандры, которые не могут повторить даже самые передовые разработчики Китая. По заявлению НАСА следует, что технологии утеряны, но должны же быть реальные образцы в музеях. Для всех чертежей и этапов производства есть технологический регламент, где обязательно прописываются характеристики производства, изготовляемой продукции, исходного сырья, описание технологического процесса, на каком оборудовании производится, их в год выпуска, кодовое обозначение, а для каждого оборудования свой технологический регламент, чтобы не потерять технологию. И все это обычно хранится в копиях, в том числе и в патентном бюро и на заводах-производителях. Почему нельзя по старым чертежам воспроизвести чудо-скафандры для астронавтов и построить новую ракету Сатурн-5, которая легко и просто доставит новую порцию людей на Луну? Как вы думаете, почему нельзя? Город Мари. Город Мари упоминался во множестве древних документов, но искали его аж до 1930-х годов. Город был разрушен знаменитым соседом, царем Хаммурапи, во втором тысячелетии до нашей эры. При раскопках Мари нашли 24 тысячи клинописных табличек из архивов дворца. Все до единой обосновались в коллекции Лувра. В период раскопок Мари Сирия была французской колонией. В переводе найденных текстов обнаружились упоминания библейских городов и патриархов. Переводами заинтересовался Ватикан, а прочитав, наложил запрет на публикацию текстов Мари под предлогом того, что таблички способны подорвать сами основы современных мировых религий. Вот это да! Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.